Дань! Ты... Дань! Дань? Здрасте, с вами Даня Крастер. Сегодня у нас видос про композиты. Что это такое, с чем их есть, и будем делать свой самопальный. Посмотрим, кто из нашей команды справится лучше. Соревнования! Что вообще такое композиты и полимеры заодно? Такие страшные, мудреные слова. Нынче еще нанокомпозиты можно вспомнить. По сути, композит — это когда ты берешь какое-то мягкое говно, какое-то клейкое говно, смешиваешь вместе, у тебя получается космический щит от пришельцев-жуков из открытого космоса. Прикол здесь в чем? Один материал дополняет другой. Если вот это вот просто полимер, там все молекулы одинаковые, они там могут быть длинные, короткие. Чем длиннее, тем прочнее в теории. Здесь одно органическое вещество, просто много молекул. Вот здесь уже вещество у нас тоже твердое, но еще охренительно прочное. Это G10, композит из, я даже, честно говоря, я не помню, что там, стекла или угли, волоконные листы спрессованные с разной перекрестностью, залитые эпоксидкой, дегазированные, еще и запеченные, возможно, при какой-то определенной температуре. Значит, у нас что? Если у вас застывает просто бульон, это полимер. Если у вас застывает бульон с шматками мяса, то есть холодец, это уже композитный материал. Композиты, на самом деле, реально вокруг нас везде существуют. Вот это вот бакелит. Да, воняет старой бабкой, потому что лет ему примерно столько же. Вот это тоже композит. Это стекловолоконное удилище. Достаточно дешевое, но оно легкое при этом. И достаточно прочное. Ну, не особо, потому что дешевое. По сути, композит — это любой материал, который состоит из двух каких-то веществ, которые синергетически друг друга дополняют. Вот это композит. Я, честно говоря, хер его знает про состав этого кирпича, но, возможно, да. Но в целом даже бетон обычный — это композит, потому что там есть цемент, щебень, песок, то есть разные материалы, которые в сумме образуют крепкую, охрененную штуку. Даже вот эта вот хуйня, которую мне за кадр должны дать. Вот эта вот рукоятка прекраснейшего мачете. Нравится он мне сильно. Тоже композит. Это вот, кстати, пример то ли микарты, то ли тоже бакелита, хер просышь. Микарт, по сути, это вот джинсовая ткань, спрессованная и склеенная вместе. Вот эта вот штука, искусственный камень, по которому мы делали аж целых 2 видео, вы помните, как я ебался, тоже композит. Ну вот как так, сука, ну что это за хуйня? Я мешал 10 минут, я разминал это говно в пакете. Но сегодня мы ставим главный вопрос. Интересный вопрос. Можно ли сделать свой собственный композит, возможно, из говна и палок, из очень дешевых материалов и из любых, которые вы найдете в мастерской или у себя в подсобке, и на что он способен? Можно подумать, что композиты — это какой-то новомодный фетиш. Но нихуя, эта тема намного древнее. Еще 10 тысяч лет назад наши предки варганили кирпичи из самана, смеси глины с соломой. А в Египте лепили маски из папируса, пропитывая их в древесной смоле. Позже все нажитое располовинили на наполненные композиты типа бетона и армированные типа железобетона. Ну, смысл ты уловил. И даже металлы можно армировать всякими борными волокнами. Ну и за такой промежуток времени композиты, конечно же, обрели кучу ништяков. В 1932 году советские ученые придумали дельта-древесину – березовый шпон, пропитанный смолой. Не путать с фанерой, потому что по свойствам и способу производства материалы вообще разные. По легенде, дельту показали Сталину, а он попытался поджечь ее трубкой, а затем порезать ножом. Судя по награде изобретателя, материал выдержал. Потом придумали силикальцит, который по всем параметрам напихал бетону по самые гланды. А смешав отходы хлопчатобумажного производства и смолы, народ создал дюрапласт. Была даже точила, трабант,
целиком сделанная из оного. Нынче композиты — это неотъемлемая часть авто, корабля и самолет-строения. И даже в космосе композиты тоже закрепились. Спецом для бурана был создан углеродный материал гравимол, 7 мм которого выдерживают температуру до 1600 градусов. Идеальный вариант для покрытия труселей от твоего горящего пукана. А помнишь наш видос про пайкерит? Смесь изо льда и целлюлозы. Эксперименты с ним зашли так далеко, что из него замутили, мать его, авианосец, на утилизацию которого потребовалось 3 жарких лета. Погугли проект Хаббакук. Опыты с композитами не останавливаются ни на секунду. Есть пластик 2-ДПА-1, плоские молекулы которого прочнее стали, или графеновый аэрогель, который легче воздуха в 7,5 раз, и он без проблем может удержаться на цветке. А краска Vanta Black жрет 99,965% света, микроволн и радиоволн. Мы к ней еще вернемся, но в другой раз. Есть фуллерит, настолько, сука, твердый, что царапает алмаз. Гортекс в твоем шмоте, пропускающий воздух и не впитывающий воду. Это тоже композит. Про каждый из этих материалов можно снять отдельный видос. Даже жидкий терминатор уже не кажется выдумкой, потому что существует самовосстанавливающийся композит, который срастается после повреждения. Ну нахер, что будет дальше? В видосе про переработку пластика мы говорили про поиск альтернативных материалов. Испанские мозголомы нас услышали и выкатили биопластик на основе кожуры помидоров, оставшихся после производства кепчука. Теперь хот-дог можно хавать вместе с упаковкой, я думаю. Короче, композиты — это не просто понты, а путь от глины с говном до космических кораблей. Да, некоторые из них стоят овердох, но если окунуться в историю материалов, то в 1889 году Менделееву подарили дорогущие весы, одна чаша которых была из золота, а вторая из алюминия, который на минуточку был дороже аурума. Аурум — это золото, лох ты необразованный. А что сейчас, спустя 136 лет? Мы пьем колу из алюминиевой банки, и бичи их собирают на переработку. С развитием технологий материалы становятся доступнее. Для того, чтобы немного углубиться в тему композитов, мы отправились в одну необычную мастерскую, которая называется «Горка». Ребята работают на стыке дизайна, ремесла и исследования материалов. Создают мебель и предметы интерьера, работают с органическими веществами и вторичными ресурсами. Погнали посмотрим. Андрюх, привет. Здорово. Мы к тебе уже заезжали, поэтому такое ощущение уже не первая эмоция от всего этого. Но, может быть, у тебя с тех пор появилось что-то особо твердое. Мы ищем прочные композиты. Но из интересного это кора, которую мы собирали на заливе. В коре есть смола, и она защищает и от влаги, и делает прочнее материал. Ты можешь попробовать ее сломать. Ну, я-то мне 2 металлических шара, да, и один потеряю, другой сломаю. Вот. Или попробуй это. Здесь косточки от авокадо и кофе. Слушай, очень прочная штука на самом деле. И по ощущению, как вот, ну, она твердости как бакелит. Есть не твердые, есть мягкие материалы, но мы их делаем прочными. Из последнего, наверное, вот эта штука, из которой мы будем шить. Сейчас мы работаем, да, с прочностью, армируем, пробуем. А чем здесь армировали? Здесь лен порезанный. Слушай, а как она не засыхает? Вы что-то добавляете туда? Глицерин и кокосовое масло, скорее всего, тоже есть в составе. Это вот самое первое, что мы сделали армированным. И я прошивал, чтобы проверить, насколько прочный шов. До армирования у нас была проблема, что шов разрывается. Вот, а здесь намного прочнее получилось. Ну, прям это... Эко-кор. Гном-стиль. Хочу себе шапку такую. И вообще полное обмундирование, чтобы по лесу шляться. Как вообще биостойкость у такой штуки? Ну, то есть, я имею в виду плесень, жуки какие-нибудь, муравьи ее не съедят? Сейчас эта штука не слишком влагостойкая, вот, поэтому она в лесу просто разложится, и все. Еще у нас был очень прочный композит из яйца. Ну, это выглядит вообще как плитка, на самом деле. Там достаточно много связующих органических, что удорожание приводит. И это без термопресса делалось. То есть это еще и процесс сушки очень долгий получается. Поэтому сейчас мы больше к простым компонентам пришли и к термопрессу, чтобы это быстрее производить. Мы как-то экспериментировали с кожей из гриба, но мы делали из трутовика, и в итоге после всей выделки, у нас там было очень много попыток, мы получили примерно вот такой вот кусочек и пошили чехол на зажигалку в итоге. Я смотрю, у тебя гораздо дальше прогресс продвинулся. Расскажешь, что вообще за материалы? Да, это достаточно старые образцы. Мы сейчас так пытаемся архив восстановить и все задокументировать. Да, мы пробовали лазером наносить какой-то рисунок. А что это вообще за материал вот сам по себе?
В основе глицерин лежит, но здесь еще апельсиновая кожура. Вот это не супер прочная штука, потому что она еще не армированная была. Это то, с чего мы начинали. Похоже на свиную кожу, на самом деле. Можно татуировщиков учить на ней. А вот эта штука? Эта штука мы пробовали с глютеном. И здесь мы его переборщили, но зато у него есть прикольный такой эффект хруста. Прикольно, можно хрустящие штаны сделать. Как запрессовывается? Можешь показать? Мягкие композиты сушатся под софитами. Вот большой черный композит, который мягкий, заливается сюда и софитами светится, потому что ему нужно градусов где-то 30-40. И он высыхает за дня 2-3. Есть для твердых, я собирал термопресс. Здесь домкрат с насосом стоит. Здесь просто алюминиевые плиты, в которых просверлено, и нагревательные стержни стоят. Вот, кстати, кора сушится, которая для большого следующего композита будем делать у табуретки верх, чисто из коры. Вот здесь инфракрасная лента, которая до 60 градусов греет, и вот нужно высушить. Потому что очень важно, чтобы была влажность, определенный процент перед тем, как ставить в печь в термопресс. Главный вопрос. У меня рядом с кроватью лежит твердый носок, которым можно в стены постучать. Это же тоже композит? Ну, возможно, да. Надо будет запатентовать. Ладно, все, не буду тебя больше отвлекать и мучить. Спасибо большое, очень много показал, очень много мыслей. Мы пойдем экспериментировать с тем, что найдем в мастерской у нас в завалах. Да, спасибо, приходи еще. Ей. Для состязаний мы заранее сделали 8 форм из фанеры размером 10 на 100 на 100 мм. Каждую обклеили скотчем для последующего удобства извлечения, а в качестве связующего для композитов у нас завалялась классическая эпоксидная смола ED20, которая на антресоле от твоего деда еще осталась, вонючая полиэфирка, доселе неизведанная полимочевина и прозрачная ювелирная смола. Наполнитель можно брать любой, который можно найти в мастерской. Хоть шелуху от семок. Посмотрим, что выберут пацаны. Так, господа засранцы, у нас следующий конкурс. Каждый разбирает по 2 формы. Наша задача с вами сегодня сделать 2 образца сверхклассного, мега нового композита будущего из представленных вот здесь вот клеевых составов. Кто что берет? Это 20. Вот это говно? Забирай. Павел Григорьевич, вот это говно. Кто еще что? Саня, Паша будут юзать ED20. Я надеюсь обойтись без них. У меня есть немного другая идея. Попробуем. Если что-то в процессе не получится, я посмотрю, что можно взять. Ты хочешь избежать клеящего полимера, который у нас здесь есть? Да. Заебись. Я, значит, возьму мочевину, потому что что? Потому что я панк. Погнали. Не фокси, не фокси, не фокси. Ай, сука, на мой твич. Сегодня в лаборатории BNB происходят соревнования по композитам. Давайте посмотрим, чем заняты наши участники. Дмитрий, что у вас здесь происходит? Я взял черные хомуты. Это что у нас? DIY. И я беру какой-то клей. Пока не придумал какой, но клей. Что? DIY. Все, у нас DIY-ный композит будет. Данила Сергеевич! Что у вас здесь происходит? Эти толпоебы не знают, где все весы, а они вот. Одни у меня. С днем рождения, Саня! Успехов и счастья. Что делаешь? Слушай, материалы для композитов ищу. Я такой, давай попробуем из холщовой сумки вот это эко, как материал использовать, а усилим вот этими вот такими плетеными сумками. Телеканал BNB. Павел Григорьевич, что у вас здесь происходит? Из чего будут состоять ваши композитные материалы? Москитная сетка. Ну, еще, может быть, опилок туда докину до кучи. Я правильно понимаю, вы приклеили стяжки к тискам? Да нет, конечно, я их между собой склеил, чтобы вот мне вот так вот удобно было делать мне. А то они разваливаются все. А мне надо их сплести прям плотно-плотно. Вкусный. Готовый. Ёп ты в рот. Машина. Телеканал BNB, вам не хватило стяжек? Мне нужны все стяжки. Все. Вот эти, например.
потихонечку режем. Мгм. Технология очень похожа на стекловолокно, так что Это будет что-то послойное. композитный пакет из пакета. Паша у нас сделать, получается, послойно. Мелкая сеточка, крупная сеточка, да? Нет, просто одна сеточка будет прятать другую сеточку. Вот и все. Прятать? Прятать А что прятать-то? сеточку. Я решил в итоге сделать из лобковых волос сгущенной сметаны. Биокомпозит называется. Сфига ли био? Вот почему. Данил Сергеевич, а у вас пропорции какие-то соблюдаются или на глазочек? Какие-то соблюдаются. Вот 10 на 10 волос и 100 грамм не туда. Спасибо. Все тестовые образцы готовы. Уёбан. До завтра. Итак, у нас прошли сутки, мы достали из форм наши образцы. Это пиздец, я смотрю на него и не могу просто ничего сказать. Он похож на кусок серого хлеба, по крайней мере мой. У меня возникло несколько осложнений в процессе освоения технологий. Павел Григорьевич, что у вас? Чем похвастаетесь? Вот. И как звучит мой? Хороший. Александр. Пакеты. Пакет пакетов. Немножко расслоился на краях, но это несовершенство технологии, потому что надо было заминать его. Ну, тоже классно выглядит. Неплохо. Такой весь рогожий, плетеный. Дмитрий. Пожалуйста. Как вы назовете сие творение? Блин, вот я, кстати, не придумал пока. Здесь не только композит, здесь вообще сэндвич Да. получился. Это прям панель какая-нибудь. Как космические технологии, панель хомутовая. Так, мой, как я его вчера назвал, волосатая плита против стяжечного сэндвича. Будет интересно. Я чувствую, испытания нас ждут серьезные. Итак, переходим, значит, мы к испытаниям сих образцов. У нас есть два теста на изгиб и на пробитие. Итак, образцы у нас взвешены. У тех, у кого не хватило площади и толщины, мы немного пересчитали в процентном соотношении и разместили наши показания на турнирную таблицу. На пробитии это, конечно, скажется, но у вас был шанс 10 мм заполнить форму целиком. Я не знаю, почему не воспользовались. С ценой, конечно, проблемы, но мы сейчас как-то это дело посчитаем. Предлагаю перейти к первому тесту на изгиб. А у вас нет, Варик, не согласится. Что-то мне подсказывает, что она даже веса конструкции вот этой вот тестировочной не выдержит. Ну, весы точно не выдержит. Но она не сломалась. Да. Ну, я не знаю, а как вот грамотные люди в таком случае поступают? Вот согнулась она. Ну все. Дальше на разрыв уже. Изгиб произошел. А на каком градусе мы считаем, что он произошел? Ну, тут Есть, значит. 90, блядь! Я предлагаю свой образец из этой гонки на этом этапе выкинуть нахуй. Он повис, блядь. Чего мы добиваемся? Проигрыш. Итак, сейчас композит под названием «Красная сеточка» у нас будет проверяться. Сколько же он выдержит? 700 грамм. 1,2 килограмма. 1,8 килограмм. 2,8, 4 килограмма. Они, фундамент у себя там заливает на даче. Приноровился уже. Оп! 5,2, 5,3. Плечо разгибается. Оп! А он целый. Да ну ёп. Зажимайте зажим. Тест считаю нечистый. 5,5 килограмм. 7, 8. Ну ты сломаешься уже, блядь, или нет? Ну сколько можно? 8,2. Посмелее его уже сыпь, комплект. 8,3. Поебывается стоит, смотрите. 10,1. О!
О! 12 килограмм, ну это слишком жестко. Ну ладно, давай досыпем. Кидай свою хуйню сюда. 12 было. «14 килограмм. Проиграл на 14 килограммах. Ну что у нас тут? Вот трещины видно. Лаборатория разрушений теперь выглядит вот так вот. Ну, все сломалось. Давайте расковыривать. Пластина стальная внутри? Нет. Фанера. Ах ты засранец. Ах ты засранец. Всего лишь. Он же ничего не нарушил? Нет. Короче, ну, очень недурственный у нас композит получился. Но мы тут заподозрили в некоторых ухищрениях. А внутри-то фанера была. Под фанеру выступаете, Павел Григорьевич. Ну ладно, это все равно очень хороший результат. Надо будет посчитать стоимость всего этого пирога. Блять, и в следующий раз однородность в условия добавить. 14 килограмм. 1,1, 1,2. Как веселятся технари. Устраивают соревнования композитов. 2,4, 2,5. Мужчина мечтает только об одном. Сколько выдержит, блядь, мой композит? 2,5. Все, пиздец. Поплыл. 2,9. 3 килограмма, блядь, Диман там ссыкается. Упорная зрелищность, блядь. 3 килограмма, блядь, 45 градусов есть. Идите нахуй. Кидай. Меньше 45 опустился на 3 килограммах. Разрушен был на... Сколько, блядь, тут? 5. 3 килограмма считаем. Так, Александр, у нас здесь, вижу, структурные разрушения внешнего слоя. Да. Да, неплохо. А это полиэтилен? Да, там и полиэтилен в том числе есть. Это плохо, к полиэтилену что клеится. Композит Дмитрия у нас в гостях. Килограмм вешаем сходу. У нас все лучше результаты. Есть 45? Нет. Нету? Сейчас, подожди, еще чуть-чуть. 1,5 килограмма. 1,6. 1,6 килограмм, ура! Тест на изгиб у нас показал следующие результаты, мы их отметили. Сейчас давайте перейдем к тесту на пробитие на нашей самодельной испытательной гильотине. С... Как эта хуйня называется? Пика. Пика точеная, пусть будет. Да, это бур от перфоратора, который позволит нам определить, насколько он тупым концом войдет в образец. Волосатая плита, тест на пробитие. Вошла как пика в снег. Неплохо на самом деле. 25 миллиметров, так и запишем. Тест волосатой тряпочки на пробитие. Ну что ты, блядь. Она разрушилась, но символически 1,5 миллиметра я запишу. Тест на пробитие баульного композита. Оп. 45 миллиметров. Тест на пробитие стяжечного сэндвича. — 12 миллиметров. Волосатая плита марка 1 вышла в 215 рублей, при том, что 210 рублей стоила поле Мичелина. Чертовски дорого. Паша, сколько? 140? 140 рублей за одну плиточку. Александр? 90 рублей. 90 рублей, прекрасно. Дмитрий? 600 рублей. Очень много стяжек ушло. Так, и нам надо выдать кому-то 1 балл за оригинальность. За плетение стяжек, я тоже считаю. Итого, по турнирной таблице, Павел Григорьевич у нас опять победитель, черт возьми, как тебе это удается?
фанеру подкладывает. Вот как удается. Вот такое вот дерьмо получается, когда вы хотите придумать и изобрести композиты за 1 час из подручных вещей. Ничего в целом особенного. В следующий раз будем делать композит из наноцеллюлозы и яичного белка. Павел Григорьевич, вручаем тебе головной убор как победителю. Вот. И вправду что. Я считаю, надо чуть-чуть по-другому закончить наши сегодняшние эксперименты. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.